Добрый день, дорогие пекари! Сегодня поговорим на тему, которая очень часто поднимается в комментариях, в вопросах задается, как определить время выпечки хлеба. А что, если я удвоил рецепт, утроил рецепт, то как определить время выпечки? Первое, что хочу сказать, хлебопечение – это не математика, и никаких четких формул я вам сегодня не скажу. Я хочу объяснить основные принципы, чтобы вы смогли рассуждать и сами определять время выпечки хлеба. Момент первый – это качество вашей духовки. И очень важно качество прилегания дверцы к духовке. Насколько у нее хорошо работает уплотнитель и насколько она держит тепло, держит жар и не выпускает его. Чтобы это определить, лучше купить какой-то внешний зонд, термозонд или термощуп, поместить его в духовку и определить фактическую реальную температуру. Важно, чтобы термощуп был с металлическим шнуром, чтобы ничего не горело, металлический щуп помещаете в духовку, замеряете фактическую температуру и как она у вас ее держит. Это первое. Второе. Мы можем выпекать хлеб в формах, либо подовый, расстаивая вот в таких корзинках и накрывая, например, колпаком. Здесь у меня гусятница алюминиевая, либо выпекая на камне. Рассмотрим первый случай. Когда мы накрываем колпаком, либо выпекаем на камне. Камень либо колпак – это у нас аккумуляторы тепла. То есть если наша духовка, например, не очень равномерно прогревается, то вот эти предметы мы используем, чтобы саккумулировать тепло и избежать теплопотерь, например, при открывании дверцы. То есть в таких условиях у нас хлеб помещается сразу в очень горячую атмосферу. И, естественно, если мы используем такие аккумуляторы тепла, у нас температура падать будет меньше при открывании дверцы, и хлеб будет выпекаться быстрее, чем если, например, мы используем формы и ставим их на решетку. У нас никаких аккумуляторов тепла нет, мы ставим туда хлеб, тесто, и температура у нас падает больше, чем при использовании камня либо колпака. Вернемся к подовому хлебу. Подовый хлеб у нас выпекается либо на камне, либо вот в такой посуде. Он выкладывается сюда сразу, и сразу от горячей посуды начинает принимать жар. Поэтому он выпекается быстрее, чем, например, формовой. Формовой мы расстаиваем в форме, форму ставим холодной в духовку, и какое-то время у нас уходит на прогрев формы. Поэтому температура теряется не только от открывания дверцы, но и от того, что мы поместили холодные формы. На прогрев форм время тоже тратится. И еще важный момент, опять же, который влияет на время выпечки. Это тот объем теста, который вы помещаете в духовку. Понятно, что тесто у нас холодное, то есть либо из холодильника, либо комнатной температуры. Но в любом случае оно холоднее, чем температура духовки. Чем больше вы теста поместите холодного в духовку, тем, естественно, дольше будет прогрев этого теста и тем дольше будет выпекаться, но не кратно. Например, вы вот такую форму ставите печься и вот такую ставите форму печься. Время на прогрев формы у нас плюс-минус одно и то же, а время на прогрев теста у нас здесь, естественно, будет больше, чем здесь. Но независимо от того, что эта форма в 2 раза меньше, это в 2 раза больше, у нас время выпечки, конечно, не удвоится. Оно изменится минут на 5, на 7. И здесь то же самое. То есть здесь вес тестовой заготовки примерно граммов 700-600, здесь примерно граммов 900. То есть здесь не будет в 1,5 раза разницы по времени выпечки. Опять же, будет разница в 5-7 минут. Это определяется уже опытом, когда вы несколько раз выпекали, смотрели. И самый эффективный способ определить готовность теста – это, опять же, воспользоваться термощупом. Мы помещаем термощуп внутрь хлеба, и если температура мякиша у нас порядка 97-98 градусов, значит, хлеб готов. Это гарантированный способ определения готовности. Ну а так вы можете определить по цвету корочки. Цифры, на которые можно опираться. В среднем хлеб подовый печется порядка 40 минут. Плюс-минус немного. То есть первые 15 минут мы печем под колпаком, потом снимаем колпак и допекаем еще примерно 20 минут, это 35. Вот я говорю 40, 45, может быть 35. Если вот такой маленький, то 35. Если вот такой побольше, то 40-45 минут.
Если мы помещаем хлеб в форму, то по моему опыту минимум время выпечки 45 минут, оптимум где-то 55-60 минут. В зависимости от того, сколько форм у вас в духовке. 2, там 3. Если 2-3, то будет час 5 минут, например. Итак, давайте повторимся. Время выпечки определяется качеством духовки, способом выпечки под колпаком, на камне, либо в форме, видом хлеба, подовый либо формовой, а также количеством теста, которое вы загружаете одновременно в вашу камеру духовки. Поэтому пеките, записывайте себе, ориентируйтесь на время порядка 40 минут, плюс-минус 5 минут. Формовому давайте минут на 10-15 больше. На этом все. Надеюсь, мои советы были вам полезны. Подписывайтесь на мои ресурсы, все ссылки в описании. Приходите ко мне на курсы, и мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.